Вот уже совсем скоро GoPro анонсирует новое поколение своих экшн-камер. И почти достоверно известно, что это будут стандартная GoPro 8 и GoPro Max, новое поколение 360 камер от GoPro. Лично я очень большой поклонник экшн-съемки на 360. И не потому, что это видео потом можно выложить в сферическом виде в YouTube и кто-то посмотрит его в VR-очках. На самом деле этого никто не сделает. А потому что ракурс самой съемки можно потом менять в постобработке. И, например, вот такие кадры вряд ли можно получить при съемке на обычную экшн-камеру. Судя по всему, на старте GoPro Max будет стоить в районе $600-700 долларов, что довольно неуютный ценник как для экшн-камеры, которую можно потерять либо разбить. И в этом видео я вам покажу 3 существующие на данный момент альтернативы, которые стоят в 2 раза дешевле. Это Rilo, Insta360 One X с чехлом Venture Case и GoPro Fusion, собственно, первое поколение таких камер от GoPro. И для того, чтобы попробовать их в реальных условиях экшн-съемки, я взял их с собой в Wake Park. Trained a dolphin to let the slammer off like Dolph Lundgren. That's if your mouth running, you get your cow sunk in. I'm red like a fucking Asian playing hockey. My ocean viewers do the poppy. Bitches call me Rodney. Bought my bitch a present, hope I don't spoil it. What is it, baby? Face-to-face toilets. Toyota with the spoiler, ace of base boiling. I play ball like Billy Hoyle. Now I need a Sidney Dean to help me start this brothel in the Philippines. I stay in Flushing like I'm Dylan G. You ain't... За выходные ценой одной поломанной канатки мы тщательно протестировали все 3 камеры. И я готов подробно о них рассказать. Поэтому подписывайтесь и погнали к первой категории нашего обзора. И это... Каждая компания по-своему подошла к исполнению своей камеры. GoPro в виде такого вот квадратного блинчика, Insta360 по форме напоминает маленький смартфон, ну а Rilo тут единственная, кто похожа на традиционную экшн-камеру. Из всех 3 только у GoPro есть встроенная защита от воды, поэтому ее смело можно брать с собой на речку, ну или на океан, конечно, кто богатый. Камера довольно увесистая, но на шлеме это ощущается совсем не критично. А вот для того, чтобы взять с собой в воду Rilo или Инсту, вам придется надеть на них защитный кейс. И вот здесь у Инсты возникает довольно серьезная проблема. С кейсом вся конструкция становится неприемлемо огромной и тяжелой. И кроме того, за счет толщины кейса экранчик начинает бликовать, а звук начала записи совсем не слышен. Не лучшее свойство для камеры, которую вы иногда хотите включить вслепую. А из-за своих габаритов камера в кейсе иногда даже мешает движению, вот как здесь. Поэтому рекомендовать эту камеру с кейсом для съемки с головы я бы, пожалуй, не стал. А вот малышка Rilo даже в своем кейсе остается очень легкой и компактной. Однозначно лучший форм-фактор для использования на шлеме именно у нее. Ну что ж, на этом нам, пожалуй, достаточно меряться камерами. Пройдемте к более важной категории. По качеству картинки Rilo однозначно на последнем месте среди этих 3 камер. Во-первых, кейс очень сильно мылит изображение. Вот посмотрите на эти разводы и на вот это непонятное пятно вместо солнца. Во-вторых, мне очень не хватило резкости и детализации на этом видео. Цвета слишком насыщенные и нет возможности снять в более нейтральном цветовом профиле, чтобы потом это поменять в постобработке. Для экспорта в Instagram видео с Rilo вполне достаточно, но не более того. Так, это GoPro Fusion. GoPro-шечка прям очень приятно удивила меня своей картинкой. Здесь хороший динамический диапазон и контраст, а цвета не страдают от вот этой вот напускной китайской насыщенности, которой грешат многие другие камеры. Здесь хороший баланс белого и приятный цветовой профиль даже без режима ProTune. И, как и у всех других 360 камер, просто фантастическая стабилизация. Я надеюсь, что в GoPro Max все это выйдет на еще более высокий уровень. Insta находится примерно на одном уровне с GoPro. Цвета из коробки мне нравятся, наверное, чуть-чуть меньше, но это все легко исправимо, потому что Insta дает снимать в нейтральном цветовом профиле, который потом легко красится в постобработке.
Здесь хорошие детали и достаточный контраст. Но вот кейс дает очень много помех на изображении, если вы снимаете в вот таких вот условиях. Я тестировал эту камеру во время своей поездки в Казахстан без кейса, и скажу с уверенностью, она делает свое дело на 5 с плюсом. По итогу, если пробовать оценить качество экшн-съемки в традиционных GoPro-шках, то Ryla это где-то уровень 4, а Insta и GoPro Fusion где-то между 5 и 6. Погнали дальше. Прежде чем мы посмотрим на приложение каждой из камер, я бы хотел немножечко распетлять за принцип работы. Для того, чтобы вам стало понятнее, почему программное обеспечение это чуть ли не самый важный аспект, на который нужно обращать внимание при выборе. Итак, камера снимает на 2 сверхширокоугольные линзы высокого разрешения. Эти видео в сыром виде выглядят, примерно вот так. После этого в программе эти видео сшиваются в одно сферическое. Следы сшития сглаживаются, картинка стабилизируется, и в принципе результат можно уже смотреть в VR-очках. Но это нам не сильно интересно, мы хотим вырезать нужный нам ракурс для дальнейшего использования в обработке. Для всех этих манипуляций компании разрабатывают свой проприетарный софт, и опыт его использования довольно кардинально отличается. Сейчас все покажу. Во всем, что касается приложений для работы с видео, Insta360 просто доминирует над своими конкурентами. В их студии для Mac можно выбрать сразу несколько сферических видео для обработки, выбрать нужные ракурсы ключевыми кадрами, обрезать видео по длине, настроить нужное соотношение сторон для YouTube там, или для Instagram Stories, в общем, кому что интересно, и очень-очень быстро все это экспортировать в Full HD 30 FPS. В мобильном приложении все то же самое, только в смартфоне. В общем, Insta360 и ее софт – это любовь, понятная для любого пользователя с любым уровнем подготовки. Ходят слухи, что при создании своего прекрасного софта Insta360 очень сильно вдохновлялась уже существующим приложением от Ryla. И в принципе здесь есть все то же самое, сразу несколько видео для обработки, те же ключевые кадры, но все работает немножечко менее надежно и рендеринг происходит чуть медленнее. Важно упомянуть, что десктопный клиент есть только под Mac, а вот пользователям Windows придется обходиться мобильным приложением. И нельзя сказать, что это мобильное приложение хватает звезд с неба. Во-первых, максимальное разрешение, с которым там можно работать, это 4К, хотя сама камера снимает в 5,8К. И файлы можно передавать только по проводу, никакого беспроводного соединения, все в угоду компактным размерам. Если резюмировать про Ryla в 2 словах, то пользоваться можно, но есть нюансы. А вот Fusion Studio, программа GoPro для работы со сферическим видео на Mac, очень неприятно удивила меня отсутствием, пожалуй, самой главной фичи таких приложений – настройки ракурса камеры с помощью ключевых кадров. Это значит, что здесь при экспорте одного ролика вы должны выбрать ему один фиксированный ракурс. А если вы хотите менять угол наклона камеры, как мы это сделали на Ryla или Insta360, вам нужно сначала экспортировать все сферическое видео из Fusion Studio, а потом уже работать с ним в каком-то другом приложении. Например, в Final Cut, Premiere Pro или Insta360 Studio, прямом конкуренте GoPro Fusion. А пока у нас долго и мучительно рендерится 15-секундный ролик, в 2 словах о моем опыте пользования мобильным приложением GoPro. Подключить Galaxy S10e к GoPro Fusion через приложение GoPro мне не удалось, потому что вся серия S10 2019 года не добавлена в список совместимых устройств, в отличие от, например, того же Pixel 2 2018 года. В общем, за поддержку своего софта GoPro не зачет. Я рассказал вам о своих субъективных ощущениях от пользования приложениями каждой из этих компаний. Но итоги лучше подводить сухими цифрами, а именно скоростью рендеринга 15-секундного ролика на одном и том же MacBook. Так вот, Insta360 справилась с этой задачей за 10 секунд. Ryla хватило на это 22 секунды. Ну а GoPro Fusion Studio пыхтела 4 минуты 50 секунд. Результат, как говорится, налицо.
Что по итогу? Если вы таки надумаете купить себе такую камеру для travel или экшн съемки, то самым надежным выбором все-таки будет Insta360 One X, по крайней мере до выхода GoPro Max. Здесь отличное качество картинки и простой, приятный в использовании софт. Но вот водонепроницаемый кейс для нее это ну такое. Поэтому если вы серфер или любой другой любитель поплескаться в водичке, то лучше посмотреть в сторону других камер. Райла выигрывает в своей компактности, поэтому если маленькие размеры это главный критерий, то в принципе можно ее взять. Но по всем остальным параметрам она все-таки проигрывает Инсте. Ну а GoPro Fusion выигрывает за счет защищенного корпуса и прекрасной картинки. Но вот ее недоработанное программное обеспечение портит нам всю малину. Я надеюсь, что с выходом GoPro Max это кардинально поменяют. Что еще хотелось бы ждать от новой камеры от GoPro? Во-первых, возможности записывать на одну SD-карточку вместо двух, как это сейчас происходит во Fusion. Во-вторых, чуть более компактные размеры, для того, чтобы совсем не ощущать ее на шлеме. Ну, а в-третьих, все-таки хотелось бы сменные линзы, потому что царапать линзы на камере за такую сумму, это довольно-таки не кошерно. А у меня, собственно, все. В таком вот формате я планирую и дальше делать обзоры всяких интересных гаджетов и прежде всего сноубордического снаряжения. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, вот тут где-то колокольчик теребите и напишите в комментарии, видите ли вы для себя перспективы использования 360 камер. Ну или если у вас, конечно, остались по ним вопросы, а я с удовольствием на них отвечу.